Всем привет, кто захотел сделать такой красивый столик. Для столика я накрутила 700 трубочек, покрасила, покрасила, обработала лак плюс вода. Полоску взяла 15 сантиметров, а спица 2 миллиметра. Вот. Теперь я купила вот такую дерево-плиту. Я не знаю, это, наверное, не дерево-плита, это используется для мебели, для задних стенок. Вырезала, вернее, мне муж вырезал. Здесь диаметр, сейчас покажу, какой диаметр, 60, наверное. Так, диаметр ровно 60 сантиметров. Вот, прибила стойки. У меня получилось 62 стоечки, между стоечками 3 сантиметра. Вот, прибивала вот на такой степлер. Я не знаю, но он для мебели используется. И вот такие вот скобочки. Здесь вот написано 6 миллиметров. Чтобы хорошо они прибились, вот такие я взяла. Вот, прибивала стоечки эти примерно от края 0,5 миллиметра. Да, 0,5 миллиметра. Теперь беру 2 трубочки, рабочие трубочки, и оплету 2 круга просто веревочкой из 2 трубочек. Можно было из 3, но я из 2 сделаю, потому что это будет донышко. Так не видно. Так, я подальше. Так видно будет. Вот вставляю просто 2 трубочки рабочих и начинаю оплетать стойки эти. Каждую трубочку оплетаю веревочкой из 2 трубочек. Вот, сделаю 2 рядочка. Сделаю 2 рядочка. Вот я проплела 2 круга. 2 круга я проплела, 2 ряда. Трубочки спрятала рабочие, прям отрезала и спрятала под рабочие стойки. Теперь я переворачиваю и делаю здесь краешек красивый. 2 за 3 стойку. Это я вот так делаю. Вот 1, 2 за 3. Вот так натягиваю, чтобы у меня здесь все натянулось, потому что трубочки в процессе 15 раз туда-сюда их таскала, и они вот немножко у меня помялись, но я их выпрямляю. Вот так я до конца сейчас дохожу и покажу. Так, эти я уже сделала. Эти я уже сделала. И покажу, как я буду приделывать форму. Столик объемный, неудобно показывать, так что, если что, я на все вопросы буду отвечать. Так, вот здесь было начало, и теперь нужно первую воткнуть. Так. И вот эту вот в эту воткнуть.
Здесь вот у меня было начало, и вот здесь трубочка лежит, которую я спрятала, отрезала. Вот так получается. Вот такой краешек получается аккуратненький. Теперь я возьму снова 2 трубочки. И здесь еще проплету один рядочек на высоту этой деревоплиты. Как я это делаю? Так, все далеко, неудобно показывать. Беру 2 трубочки. Чуть-чуть подклею, чтобы они не выпадывали. Заталкиваю их в любую стоечку. Прижимаю. Вот. И оплету. Вот так рядочек сделаю. А может даже 2. Нет, 1 хватит. Так, нужно затолкать посильнее туда, чтобы не выпадывало. Так, видно, не видно. Вот так оплету этот рядочек. Не буду делать никаких здесь кос, потому что это столик. Я хочу, чтобы он такой был прям простой, обыкновенный. Так, думаю, что видно, как я делаю. Просто обыкновенная веревочка из 2 трубочек. Так. Вот так я проплету еще 1 рядочек. Сплела 2 рядочка. Хотела 1, сплела 2 рядочка. Теперь мне сюда нужно положить вот эту трубу. Так. Это какая-то труба гофрированная для каких-то строительных работ. Я не знаю, она, наверное, алюминиевая. Вот такими ленточками скотча я хочу ее прижать здесь, чтобы она не двигалась. Вот так всю ее прижму и поставлю еще по 1 стоечке. И вот как-то их надо сделать, чтобы они высохли в таком виде. Попробую как-нибудь резиночкой. А может, скотч сюда потом сделаю. Смотрю. Сейчас делаю скотчем. Прихватываю. Ну вот так я сделаю. Продолжается моя работа над столиком. Вчера я сплела вот здесь 2 рядочка, я сделала. Поставила стойки, добавила еще по 1 стойке. Закрепила их здесь. Да, вот это у меня лежит здесь труба. Она какая-то такая алюминиевая, но она легкая. Она используется в строительных работах. Я не знаю, где там дома строят или что. Вот, она просто была труба. Я ее вот здесь соединила скотчем и сделала такой вот круг. Вот, потом поставила все стоечки. Вот сегодня они у меня уже все высохли. Здесь я закрепила все скотчем. Но я пробовала скотч отдирать. Наверное, может быть, у меня очень хороший скотч, я не знаю, но он краску сдирает с трубочек. Но я доплету примерно до этого места, и потом здесь будет лежать столешница. Так что мне это не помешает, и я потом их срежу, эти испорченные трубочки, и все. Этот круг, который я здесь, сюда его как-то смогла воткнуть,
Я тоже приклеивала вот скотчем. Вот все эти полоски видны. Я к этой деревоплите этот круг весь приклеила. Вот теперь моя ошибка, которую я сделала. Не хочу, чтобы ее повторяли. Мы вырезали низ точно такой же, как была столешница. Не была, а как есть столешница. 60 сантиметров в диаметре. Но я теперь поняла, что дно нужно было бы вырезать немножко поменьше, чтобы не было вот здесь такого выступа, да. Мне нужно было, чтобы он дальше там был. Ну, не знаю, получится, думаю, тоже неплохо. Вот так у меня получилось. Здесь вот я закончила, и сегодня отсюда начну. Хочу плести веревочкой в 3 трубочки. Круг этот у меня будет лежать до тех пор, пока я не сплету. Потом я его вытащу, и здесь наверх будет у меня столешница. Столешница будет не плетеная. Делаем столешницу. И будем... Это клей ты взяла, да? Да, ПВА. Клей ПВА. Литровая бутылочка, да? 500 грамм. Разбавляем с водой. Немножко воды. Наверное, сделаем чуть погуще, чтобы оно сильно не сливалось. А ты имеешь в виду, когда на столешницу наливаешь, чтобы не сливалось? Короче, ты всю бутылочку. Ну да. Останется, ничего страшного. Ну и столешница примерно 60 сантиметров в диаметре. Ну, вот такое получается. Как сметана такая тягучая. Ну, на картине я делаю пожиже. Так, теперь воды дофига осталось. Ну, качай. Короче, ты под каждый цвет взяла стаканчик, да? Да. И наливаешь, вот 5 цветов будет, ты наливаешь в стаканчики. Да. Белого цвета будет больше, значит больше, тех поменьше. Клея не хватает. Не хватает, да? У меня тут маленько где-то есть. Да нет, есть еще. Есть еще. Внутри мало цвета, да? Ну, белый, только этих. Может, больше решили. Сделаем еще клея. Может, сюда водички разболтать, нет? Нет. Ну, можем потом стереть, что не нужно будет. Пусть так будет. Наверное, получился у нас жиже, чем этот. Да? Ну, слей вместе все. Ну, потом, если жиже, оно всплывает, ныряет краска. Чтобы она слоями ложилась. Так, этот. Или этот не будем? Но я даже не знаю, вот тут есть и такой же белый. Возьми еще черненького немножко. Три только, а ты 5 хотела?
Нет, не хотела. Ну, можно такой сделать еще экстра. Ну, это почти такой же, нет? Ну, не такой же он. Ну, А, и вот белый еще же. 4. А, вот и белый, да? Все, вот первый вот. Так, 5 стаканчиков. Это ты белую краску взяла? Да, это белый. Акриловая краска белая. Да. Так, на глаз налила. Да, на глаз. И смешиваем. Надо хорошо промешать, чтобы оно прям без комочков было, чтобы размешалось. А то оно сильно густо. Белый плохо видно, и он долго. Лучше вилкой надо было бы мешать, чтобы... Но у меня есть вилка. Чистая принести надо. Короче, вот так в каждый добавить цвет и размешать, да? Тогда я выключу. Так, вот у нас 5 красок. Что ты сказала, какой с дырочками сделать? Да. Я не знаю, какой делай, какой ты знаешь. Ну, я бы сделала, наверное, вот этот какой-нибудь Ну, вот и светленький. делай. У Это нас чё у такое тебя? силиконовое масло. Ага. Сюда можно любой силикон. Это для того, чтобы появились ячейки такие потом. Ага. Силиконовое масло, короче. Да. Там можно какие-нибудь сыворотки для лица налить, чтобы... Или для волос есть масло. Оно тоже подходит. Угу. Надо смотреть, чтобы там был силикон. Как спрей ты там наливала? Ну, это масло такое пшикать. Замешиваем его туда. Так, какие-нибудь особенности не появляются там, нет? Ну, там видно, что оно маслянистое такое, что его надо вмешать хорошо. Всё. Так, размешиваем. Вот у нас такая столешница ободранная. Мы все тут упаковали. Теперь мы наливаем слоями красочки. В одну баночку, да? Да. Угу. Слоями. Так. Научусь, в следующий раз сама буду делать. Можно там в каком порядке хотите, думайте, смотрите. Да? Надо осторожненько, чтобы оно осталось сверху. Там берем какой-нибудь следующий. Этот сейчас может уплыть, он, по-моему, пожиже. Много не делай черного, чтобы маленькие полоски там остались. Там все уже смешивается. Короче, сверху еще белого подольем. Теперь самый ответственный момент.
Нифига. Ой, ну уже рисунок, глянь, какой пошел красивый. Теперь его можно туда-сюда. А, ты еще и вот так. А если не хватит этого, Ну, еще есть. добавим? Ну, да. Его по-любому не хватит. Я уже Муха. вижу, какая красота. Ты села, муха. Давай ее уберем. Ой, 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 если я вот так ее... Шайза, да? Прилетела. И вот тут уже видно, как оно рвется, вот такие на дырочки, на ячеечки. Это от масла, от этого. Ну-ка еще раз покажи, где рвется. Ну, вот тут вот ячейки такие А, появляются. вот Это эти. от масла. Ух ты. Так, еще порцию. И что, и потом надо оставить, чтобы все Ну, высохло? оно потом высохнет и все. Ну, там надо дня 2 ждать, наверное, пока. Ну, как раз сегодня пятница, суббота, воскресенье. Немножко черного делай. А тот желтенький ты еще не лила, да? Лила уже. Лила? Ну, так еще целый стакан получился. Да, нам так надо было. Можно сделать еще вот так его чуть-чуть налить. И снова толкать, да? Да. Тут что-то у нас не размешано. Комочки остались. Магия. Классно, может, получается. Ты сейчас руки замораешь. Ничего страшного. Ты, короче, наклонила его, да? Себе туда. Еще надо. Можно потом еще подделать. Потому что, видишь, она стекает там. Короче, вот так надо все до этого, да? Так И дорабатывать. и всё, да. Подливать. Можно потом просто взять, например, или белым чуть-чуть вот так налить куда-нибудь тоненьким этим. Мгм. Ну все, тогда я выключаю, да? А так бы феном бы подвинула бы, да? Да. Ну вот, получается так. Она все равно потом спорится. Вот на
накапало столько. Ты вот эти пузырьки воздуха, которые были, ты все сдула, да? Короче, пойдет, да? Мгм.